Каждая вторая женщина после 40 знает, что такое тяжесть в ногах к вечеру. Но мало кто понимает, это первый звоночек варикоза. Мази и гели не лечат болезнь. Они только маскируют симптомы, пока внутри вены продолжают разрушаться. Через 2 минуты вы узнаете, какое средство лечит варикоз эффективнее аптечных препаратов и почему советский министр здравоохранения рекомендовал его своим пациентам. Борис Васильевич Петровский, легендарный хирург, академик, 15 лет возглавлял Минздрав СССР. Он оперировал маршалов Жукова и Конева, лечил первых лиц государства, но всегда повторял: лучшая операция та, которой удалось избежать. Сегодня 4 метода, которые Петровский рекомендовал для домашнего лечения варикоза. Без операций, без дорогих процедур из того, что есть под рукой. Но сначала быстрая проверка. Петровский всегда начинал с диагностики. Он говорил: прежде чем лечить, нужно понять, насколько далеко зашла проблема. И выделял 3 простых признака, которые может заметить каждый без врача и анализов. Первый. К вечеру ноги отекают, туфли становятся тесными, хотя утром были в самый раз. Второй. По ночам сводит икры, иногда так сильно, что просыпаешься от боли. Третий. На коже появились синие прожилки или мелкие сосудистые звездочки. Если совпало хотя бы 2 признака, вены уже работают на износ, и чем раньше начать действовать, тем больше шансов обойтись без хирурга. Борис Васильевич подчеркивал, чтобы остановить варикоз, необходимо воздействовать в 3 направлениях: укрепить стенки сосудов снаружи, разогнать застоявшуюся кровь и поддержать вены изнутри. Внимание! Сейчас вы удивитесь. Первое средство, которое рекомендовал Петровский, готовится из растения, которое буквально может расти у вас во дворе. И это конский каштан. В Европе его называют венозным деревом. В Германии и Франции экстракт каштана врачи назначают наравне с аптечными венотониками. Петровский называл каштан природным венопротектором. В плодах содержится эссен, вещество, которое делает стенки вен плотными и упругими. Эссен не дает жидкости просачиваться через капилляры, поэтому уходят отеки, боль и тяжесть. В как это средство готовили по рекомендации Петровского? Брали 50 граммов очищенных плодов каштана, именно коричневых ядрышек, не колючие зеленые оболочки. Измельчали ножом или пропускали через мясорубку, заливали половиной литра водки, убирали в темное место на 2 недели. Каждые 2-3 дня банку встряхивали, через 14 дней процеживали. Готовую настойку втирали в ноги, каждый вечер перед сном. Движение снизу вверх от щиколоток к бедрам. Мягко, без давления носами вены. Петровский предупреждал, при сильно выпирающих венах или воспалениях средства наносили только на соседние участки, избегая проблемных зон. При открытых ранах или трофических язвах настойку не использовали. Также рекомендовалось сначала нанести средство на небольшой участок кожи, чтобы исключить аллергические реакции. А теперь второе средство, которое рекомендовал академик и считал домашним флебологом. Оно стоит копейки, есть в каждом доме, а работает не хуже дорогих гелей. Это средство использовали еще наши прабабушки, когда никаких аптек и в помине не было. А современные исследования подтвердили, они были правы. В натуральном яблочном уксусе десятки органических кислот и микроэлементов, которые тонизируют сосуды, снимают отечность и улучшают кровообращение. Ключевое слово «натуральный». Синтетический уксус с ароматизатором яблока не подходит. На этикетке должно быть написано «натуральный» или «из яблочного сока». Это важно. Сейчас мы расскажем о 3 способах применения яблочного уксуса, которые рекомендовал Борис Васильевич. А сразу после этого рецепт особенного чая, который обезопасит от варикозного расширения вен. Итак, способы применения яблочного уксуса. В первую очередь легендарный хирург рекомендовал компрессы. Уксус разводили с водой 1 к 1, смачивали марлю или хлопковую ткань, оборачивали голени, сверху пищевую пленку, чтобы не высыхало. Ложились, ноги клали на подушку выше уровня сердца, держали 30-40 минут. Такие компрессы делали каждый вечер в течение месяца. Второй способ — обливание после душа. Борис Васильевич своим пациентам давал такой совет. Разведите столовую ложку уксуса в литре прохладной воды. Обливайте ноги после душа. Дайте им обсохнуть естественным путем. Эффект можно почувствовать сразу. Мгновенно снимает тяжесть и усталость и, конечно, тонизирует сосуды. Третий способ — прием внутрь.
Академик говорил так: разведите чайную ложку уксуса в стакане воды и добавьте чайную ложку меда. Такой напиток Борис Васильевич рекомендовал пить утром натощак. Курс 3 недели, потом обязательно неделя перерыв. Но у этого способа есть противопоказания, которые важно помнить. При гастрите или язве желудка внутрь это средство не принимают. Допустимо только наружное применение. Два средства снаружи у нас уже есть. Но Петровский всегда подчеркивал, вены нужно укреплять и изнутри. Без этого все остальное как заклеивать трещину пластырем. Поэтому оставил нам в наследие рецепт особенного чая. Сам академик называл его венозным чаем и рекомендовал всем своим пациентам с начальными стадиями варикоза. В основе два растения, которые идеально дополняют друг друга. Талга — это наш главный разжижатель. Представьте, что кровь иногда становится густой, как кисель. Таволга делает ее снова жидкой и текучей, как вода. По венам такой кисель качать тяжело, а воду легко и просто. Еще она снимает внутреннее воспаление в венах, как успокаивающий бальзам, и делает их стенки крепче. Боярышник — это основной помощник для микроциркуляции. Он отвечает за то, чтобы кровь хорошо доходила до самых маленьких сосудиков и снимает лишние спазмы, чтобы кровь текла свободно. Вместе они делают нашу кровь более жидкой и текучей, укрепляют стенки сосудов и успокаивают воспаление. В итоге ногам легче, тяжесть уходит. Следуя советам Петровского, необходимо взять по одной чайной ложке таволги и боярышника, засыпать в термос и залить 1 литр горячей воды. Настаивается такой чай всю ночь. Боярышник упрямый, ему нужно время, чтобы раскрыться. Пить такой чай Борис Васильевич рекомендовал теплым по полстакана 3 раза в день после или во время еды. Обязательно пить курсами, принимать 3-4 недели, затем перерыв 2 недели. Друзья, вы же знаете, травки они ведь тоже лекарства, и с ними нужно обращаться аккуратно. Вот, к примеру, этот чай из-за таволги в его составе хорошо разжижает кровь. Поэтому его точно не стоит пить, если у вас и так есть проблемы со свертываемостью крови, если вы принимаете специальные препараты для разжижения или даже обычный аспирин для сердца. И уж тем более откажитесь от него, если планируете операцию. Это очень важно. Еще один момент. Боярышник может слегка понижать давление. Так что, если вы гипотоник и давление у вас часто бывает низким, будьте внимательны, может появиться головокружение. Если вы беременны или кормите грудью, тут уж точно без самодеятельности, только если ваш врач сам разрешит. И, конечно, всегда есть шанс индивидуальной реакции, аллергии, как и на любой натуральный продукт. И еще неочевидный, но важный нюанс. Если пить этот чай регулярно и подолгу, талга может вызывать склонность к запорам. Так что слушайте свое тело и делайте перерывы. Ну что, у вас в копилке уже 3 метода выдающегося академика, но есть еще один, самый простой и при этом самый мощный. При этом он совершенно бесплатный. Петровский как-то сказал, что можно сильно помочь своим ногам и предотвратить варикоз с помощью одного очень простого упражнения. Называется оно «ноги на стену». Все делается элементарно. Нужно лечь на спину, придвинуться поближе к стене и закинуть ноги вверх, чтобы они вытянулись вертикально. Ягодицами желательно касаться стены или хотя бы находиться очень близко к ней. Руки при этом просто лежат вдоль тела, расслабленно. А вот тут главный секрет. В этом положении вы начинаете глубоко и спокойно дышать животом. Вдох, живот надувается как шарик. Выдох, живот мягко втягивается. И так всего 5 минут. Теперь самое интересное. Что же в этот момент происходит?